Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Это первая часть видео, посвященная композиции «Щеглы на подсолнухах», которую я выполнила в технике акварель. В фильме звучит моя авторская музыка. Для начала мы размечаем композицию графитным карандашом. Определяем основные массы и направление движения главных героев. Задаем определенный ритм основных элементов композиции, чтобы взгляд зрителя был направлен туда, куда нам хотелось бы. Старайтесь не использовать ластик, либо использовать очень мягкий ластик, если вы где-то ошиблись в рисунке. Мягкий ластик такой, как клячка. И для отрисовки композиции лучше использовать твердый мягкий карандаш, он оставляет меньше графитной пыли. Старайтесь аккуратно рисовать, не повреждая и не продавливая поверхность бумаги. Пальцами старайтесь тоже не касаться листа, так как жировая секреция наших рук тоже может оставлять жирные пятна на бумаге, которые впоследствии могут повлиять на распределение красящего пигмента в нашей композиции. Когда я училась в художественном училище, нам советовали перед тем, как приступать к работе акварелью, промыть лист водой во избежание как раз жирных пятен, но тогда мы натягивали бумагу на планшет. В данном же случае я рисую прямо на склейке. По контуру склейки у меня приклеен малярный скотч, чтобы лист не коробился и остались белые поля в композиции. Некоторые акварелисты не отрисовывают композицию, они начинают сразу работать кистью и следуют за акварелью. Я же пытаюсь приручить акварель и считаю больше себя графиком, поэтому такая техника мне наиболее подходит. Щеглы из отряда воробьинообразных семейства вьюрковых. Это певчая птица с ярким оперением. Наши щеглы – это черноголовый щегол. Щеглы очень смышленые и компанейские. Щеглы в естественных условиях живут в среднем 8 лет, но в Европе был найден самый пожилой из щеглов, который прожил 14 лет. Обычно в неволе щеглы живут до 10 лет. Это прекрасные певцы. Весна – это время образования пар у щеглов.
Самец, чтобы заинтересовать самку, поет ей песни, всячески привлекая к себе внимание, и пританцовывает, раскланиваясь перед самкой. Обычно щеглы очень быстро сходятся. В гнезде щеглов бывает 5-6 яиц. Птенцы взрослеют 14 дней, но и после еще неделю их кормят родители. В данной композиции у нас изображен один взрослый щегол с 2 птенцами, которые еще самостоятельно не могут добывать себе корм и просят у родителя покормить их. Во второй части видео я буду вам показывать процесс рисования акварелью осенней композиции с щеглами на подсолнухах. Вот я взяла маскирующую жидкость и наношу в местах, где должны оставаться светлые части в композиции, которые впоследствии после высыхания акварели я счищу и буду дорабатывать. Маскирующая жидкость мне дает возможность не бояться переборщить в тоне в этих местах. Иногда оставление фрагментов белой бумаги в композиции очень оживляет работу в целом.
Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной, если вы еще этого не сделали. Чтобы не пропустить вторую часть этой осенней композиции акварелью с щеглами на подсолнухах. До новых встреч, друзья! Встретимся в следующей части.